Всем привет, с вами онлайнер, и мы продолжаем цикл «Реальная Россия». Здесь не ловит интернет, нет дорог, и единственная связь местных жителей с внешним миром – это почтальон Андриан, который каждый месяц на своем старом уазике пробирается сквозь морозную тайгу в деревню, чтобы доставить почту, пенсии, рассказать новости из внешнего мира и выполнить некоторые поручения местных жителей. Итак, третий выпуск «Реальной России» из глубокой тайги в минус 44 градуса. Хромов Андриан Анакевич, деревня Дырка, работает Почта России, почтальон. Здравствуйте. Да ничего, пусть проветрится. Почувствуют все радости, все прелести. Это огурцы свои соленые. Это пирожки сегодня стряпала вам в дорогу и чай пить, так что. Все как обычно. Деревня Чининга. Самая отдаленная деревня Качевского района. Россия, Иркутская область, Сибирь. Ну да, действительно глухомань, потому что туда дорог как таковых нет, вообще нет. Добираешься козьими тропами и всякое разное. Сотка, по-моему, 100 километров от официального тракта. Ну, если хорошо ехать, 6-7 часов, ну это при условии хорошо ехать. А дорога, сами знаете, дорога непредсказуема. Летом главное, чтобы конь сытый был, зимой главное, чтобы машина работала. А за себя что думать? Как говорится, за кишку в последнюю очередь. Погода сегодня задула, обещают мороз. Но обещают что-то снова 40. Я вообще теплолюбивый. Я считаю, больше 30 холодно, до 30 терпимо. А не слышали, что сибиряк кто одевается крепко? Я считаю, что лучше дома сидеть в такие морозы. Ну что, работа есть, работа, не спрашивает, забирается, вот и едет, что сделаешь. Пришло время почты раздавать. У нас как на космическом корабле надо пару часов с машиной повозиться, прежде чем выехать. Кабарга. Я машину заправил, разогрел, чай по стакану пьем, падаем, едем. Эх. Ой, на стареньком советском автопроме УАЗик 469. Пока не приедет, я все переживаю. Как приедет, так все хорошо дома. Тяжелая работа. Что, все? Вроде бы. Ну, поезжайте с Богом. Ну ладно. Все, моя. Все, поезжай с Богом. Приезжайте. Ну ладно, до свидания. Молока я взял. Ладно, с Богом. Сейчас зима, зимник якобы. Ну, зимник, я думаю, все знают, господи. Пришли морозы, земля застыла, замерзла. Едешь. Советский автопром. Пока нагреется. Ну, легче, конечно, чем летом. Но с другой стороны, все зависит от твоего железного коня, лишь бы он не подвел, как говорится. Как раньше предки говорили, трубка курим, доедем, да?
Не на первой, так на второй трубке. Как шутка такая раньше была. Железо есть железо. Оно в неподходящий момент может сломаться. Советский автопром. Не пойму, что-то подтекает там. Радиатор у меня бежит. Паял, а все равно, блин, подтекает. И вот накапал, видишь, на мост и везде накапал. Специалиста опять же надо. Или новый радиатор покупать. Отец-то дома? Нет. На работе? Мамка дома? Дома. Подожди. Это мелкому. Одна от меня, другая от Ромки. Донесешь? Ворота закрой. Юхта там есть деревня. Оттуда уже бездорожье. Ну, нынче дорога как бы терпима. Воды-то много было осенью. Но для нас это асфальт. Ну, вы проверите, почувствуете. Не люблю города Куда едете? в Тырку. Зачем? Как зачем? Отдыхать? Он даже тебе интернет везет. Вот тут до Юхты вот еще 18 километров. Отсыпали дорогу, отсыпкую. Ну и хотели сделать. Отсыпанная дорога. Его не зацепит. И с прицепом еще. Не говори. Вагон лесом прет. Лесовики вот зимник себе сделали. Они за зиму в лес вывезут, сколько им надо. А государство у нас, ну, что там, 5 человек. Пешком ходили в былые времена. С километр твердо, 5 километров болото. И вот только зимой, а так они и летом дюжат кто как может. Вертолет заказать, это же проблема. Денег стоит. Лично у меня был случай, я с охоты вышел, у меня глаз заболел. Ну, видит у меня свое заболевание. Там прямо ответили районные медики. Второй глаз смотрит, ну пусть идет там до Юхты, там скорая встретит. Ну а что делать-то? Встал да пошел. Третий день дошел. Все, заглохло. Держи глоточек, пока горячий. Давайте лучше. А что, с машины это? Все нормально, едем. Тут середина пути между Шивыганом и Тыркой. Да и вообще надо чай попить маленько. Было такое, что ломался. Потом сидел там по 3 дня, ждал. Годин-то, когда едешь, вроде как-то все ничего. А с народом едешь. Как-то не так. Берешь самое ценное, идешь до первой деревни. Вернее, до той деревни, куда ближе. Больше какие варианты? Нет вариантов. Ну хорошо. Выходишь на связь. Ой, вот это самое страшное. Не дай бог. Потому что куда-то ползком ползти. И связи нет, в том-то и дело. Все от Бога, как говорят. Как моя мать говорила, что загадывать. Ну, нет у нас в характере загадывать наперед. Все равно приеду, все равно привезу пенсию ихнюю. В этот месяц не мог, или в это время не мог, через неделю привезу. Ну ничего, в деревне не будет. Поухают, попереживают, скажут, ну ладно, значит не мог проехать. Подожду до следующего месяца. Все равно привезу. Деревня Тырка. Ну, товарищи, выгружаем, да едем дальше, потому что ночь. Где фонарик? Не понял? Фонарик где? В сумке. Варежки надо в машине оставить.
Доехали в конечный пункт, деревня Чинга. Работа завтра. Ну как, что сейчас 3 часа будить? Ну, куда я там жил в деревне, появилась как бы вакансия почтальона. Ну, подумал, почему бы нет. Поработаю лет 5 там до пенсии. Ну и устроился, а потом как-то сам не заметил, втянулся. Почтальон — это как бы связь с миром, с внешним. Там они обособленно живут. Только с коня слезешь, сразу приходят. Ну расскажи, что там, как там. Ну и так оно потихоньку тянется обо всем, и вплоть до политики, и до всего-всего. Прихватило? Я думаю, не будет каких-то. Друзья, это же выдал, да? Я не разговариваю, в деревне 3 человека. Привыкли сами с собой разговаривать. Да, уже все, отжили свое. Вот Саню на русского снимать. Вот, вчера только приехал. Начал охотился. Ну, лесной человек, господи, живем в лесу, все, что в лесу есть, это собираем, этим кормимся, этим живем. Венки мы. Сейчас-то, конечно, все уже давно вымерли. Как мамонты. Не знаю, как это назвать, может быть, это естественный процесс в связи с тем, что в тайге-то особо сейчас заниматься нечем. Часть сгорела, часть вырубили, выпилили. Пушной промысел не ценится. Молодежь уезжает в город, а в город уехал молодой человек уже все, считай, с концами. Ой. Ладно, пока. Нет, вот представь, деревня на берегу реки. Вот. Тут река это бежит. Здравствуйте. Там у Машки на градуснике 48, 49. Вот стул. Не знаю почему. Пенсию получаю 9 тысяч. Добавили сейчас. Пукуль муки, бутылку масла хватит купить. Меня зовут Эльвира. Чинанги, Качковский район, Иркутской области. Но плохо то, что у нас нет магазина, нет света. У нас раньше давно еще был дизель, стоял там. Его специально работал там человек, дизелист, станцию заводил. А потом я как-то один раз заморозили, уже 25 лет. И все, и вот это увезли его туда в Качук на ремонт, и так и куда-то он ушел. И все, и так и мы без света остались. Но у кого-то свои эти электрогенераторы. Ну, а сейчас теперь солнечные панели стали все ставить, покупать. Ну, у нас, допустим, вот мы покупали давно еще старые, у нас это стоило 32 тысячи. А мы здесь, в общем, живем, я говорю, сами по себе. Как бы самовыживаем. У нас всю жизнь здесь жили, родители жили, поэтому мы здесь живем. Ну, сейчас вот на данный момент где-то еще 8 человек пока. Но еще в Качуге там находятся люди. Тоже на зиму уезжают, потом приедут весной в марте. Пушнину сдают, соболей там, ну, в общем, все. И все, и вот и закупаем бензин, закупаем на лето.
размол, овес собакам. Собак же много. Но кому надо, потом еще летом сплавляемся по речке. Там, допустим, кто-то что-то добудет в Кора. Там магазинов много. Но у нас, я говорю, вот раньше, по крайней мере, было как бы это лучше, а сейчас. Ну, у нас здесь осталось еще мало народу, может, на нас так все это рукой махнули. Таксофон. Одна единственная связь с цивилизацией. А работает сейчас у нас от солнечных батарей. Вот здесь вот можно подключить и интернет сделать. Вот здесь вот, я забыла, там где-то включать проводок. Ну, обещают обычно всегда перед выборами. Выборы бывают там, допустим, главу, Качковского. Там начинается там то да сюда. Ну, это как обычно, как везде. Все это, оно ничего все равно не сделалось. Поэтому все так и осталось. А сейчас, наверное, народ уже устал. Поэтому все стали так. Ну, как бы, все спустили на самотек. Как есть, так и будет. Вон ее дети в городе живут, потому что там работа, школа, садик. Это мы тут доживаем остатки. Потому что мы еще советские, нас так воспитали. Или боимся менять мы что-то в этой жизни. Черт его знает. Вопрос такой. Сердечно, с трепетом, с нежностью. Но как можно к другу, который тебя выручает, как можно к нему относиться? Вот так и относишься. Иначе он просто не заведется. Я так про себя думаю. Я ругаюсь на себя, потому что вот неправильно он не туда свернул, не туда зарулил. Если он где-то заглох, потому что тоже я виноват, что надо было карбюратор там подкрутить, оборотов добавить вовремя. Там, на лошадь ругаюсь, да, потому что лошади есть мозги. Она должна сама соображать. А автомобиль, он только твои все желания, движения твои исполняет. Вот этот клуб был уже лет 20 как закрытый. Выбора, когда бывает, открываются выбора только. Тянет, тайга, Киринга, речка. Охота вроде как-то, но это... Вот все ростим здесь, видите, это свои продукты, овощи. Как говорит теща, ешьте, пока естся. Что-то вроде как опять молодит, облака появились. Кто заморозит, то чуть ли не 18, даже 18 градусов днем, говорят, тут было. Раньше, в мою молодость, бытность, за одного соболя по... Ну, 2 бочки точно, если не по 3 покупали. Стоимость бензина какая была, и пушнины. А сейчас все наоборот. Сейчас надо 4 соболя на 1 бочку. Будем пробовать. Кто сказал, что земля умерла? Я говорю, главное, чтобы машина гудела. Мы-то потихоньку доедем. И не замерзнем даже. Пенсию выдали. Теперь вернемся обратно. С каждой поездкой я его, к сожалению, убиваю, добиваю все. Тут там заеду, тут об дерево. Ну, потому что дорога, дороги нету, трасса у нас одно же название.
то крыло, то еще что-нибудь, то дверцу заденешь. Двигатель я как бы капиталил, откапиталил. Мосты мы раскидывали, разбирали, резину я покупал. Салон, тупо салон, потому что он весь замятый, помятый. Ну, автомечта как почтальона. УАЗик по нашим дорогам, кроме УАЗика, крузак это дорого. У местного народа населения это называется кошелек. За пожитие платят, ну, хозяину квартиры. Вот если бы не Почта России, как бы выезжали? Че я шубу притащу? Холодно же, Вова. Шубу сейчас. Счастливо добраться. Так, меня Надя зовут. Катюк, Что там? больница. Да и так по делам, по документальным. Летом дороги нет. Нормально живется. Воздух чистый. Речку переезжаем. Там вот такой опасный участок. Я думал, кто и по речке поедет, а еще никто не ездил. Все трезвые, видимо. Представь, между двух озер вот этих летом ехать. Справа, слева озеро. Там никуда не объедешь, не проедешь, ее просто надо преодолевать, ни влево, ни вправо. Ну вот ехал, к сожалению, конь у меня там оступился. А что делать в таких случаях? Таежник достает нож, режет все подпруги, снимает. У меня что там, ценная почта же, газеты, деньги, все раскидываю, седло в последнюю очередь. И вот тут он у меня утонул. Лед проломился. Ну а конь-то в этот момент все глубже и глубже уходит. Ну и все. Тамара орет, плачет, я оружие скидываю, хотел застрелить его. Ой, уже вспоминаю сейчас. Ну часто, конечно, спустя время уже как-то... А тогда было сложно принять это решение. Но супруга говорит, может он все-таки вылезет. Заплакала, короче, не дала мне этого сделать. Ну взял топор, пошел, а он, представь, как пока ходил, 2 березы срубил, прихожу, нет, живой. Под него пихаешь эти 2 ваги и вот пытаешься поднять. Вылез, видимо, жить захотел. Главное, чтобы ты свозил, почту выдал. Остальное это мои проблемы. Ну, безопасность. Береги сам себя, прежде всего. Какая там? Кто что обеспечит? Выдали, блин, перед собой баллончик где-то там валяться. Ха, безопасность. Но лично у меня имеется свое оружие. Например, в мае месяц я с собой ружье вожу всегда, потому что медведь только проснулся. В июле месяце там у медведя у этого же опять же гон 90 километров чисто тайги из этих по-любому. Ну, много вероятности, что ты его встретишь. Да какой спутниковый телефон? Коня-то не могут купить. Но я так понял одно, что позже это накладно, дорого. Ради там 17 или скольки пенсионеров обеспечать почтальона чем-то. Да, мне нравится. Есть какое-то моральное удовлетворение. Здорово же, когда тебя ждут, а ты раз, приехал, привез.
Мы приветствуем. Ну как живется? Кто работает, тот живет. Ну, кто не работает, ну увы. Тот и там не живет, и здесь не живет, по большому счету. Так что расчет только на свои руки, на свое здоровье. Потому что если вдруг чего, то надеяться не на кого и не на что. Так что такой расклад. Местная власть нужна там, где что-то делят, кому-то что-то дают, того-сего. Ну, тут-то смысла в этом нет вообще никакого. Удачи по жизни! Там при президенте есть такой фонд, выбирают простых смертных людей, которые никуда не выбиваясь ни в начальники, ни в большие люди. Выдвинули меня там гордость России. Наши тут районные начальники все подсуетились. Меня возили как белого человека на 2 автомобилях. Там и спутниковый телефон был. Выдали свидетельство, занесение на доску почета. Хромов Адриан Иннокентьевич, почтальон, сразу класс пристроили, 1 класс. Премия там что-то 200-250 ли рублей. 1000 ли рублей? Рублей, господи. Даже на хорошую бутылку водки не хватит. Да вон они расчетки, я в них не вникаю особо. Ну вот 12-13 там с копейками, 12 с копейками, 13 с копейками. На этот мизер запчасти и покупаешь. Машину обычно за рыбу чиню. Ну а что, без даров природы никуда. Ну вот, приехали. Завтра отосплюсь, к обеду схожу, отчет сдам. И как бы на этом и моя эпопея закончилась на этот месяц. Но когда приезжает, такое счастье, что он приехал, вернулся. Я услышала, что вы подъехали, да пошла встречать вас. А вы уж тут это... Дороги за это время, ну, обо всем думаешь. Ну я люблю еще о чем-нибудь помечтать. В теплые края куда-то съездить. Я вот была, это в 86-м году я была на Украине. Ездили мы, учились, а нам в группе давали путевку. И вот мы съездили туда, отдохнули. Вот это было, да. Я в отпуск езжу с ним отдыхать. Вот в Тырку ездим. А дальше-то больше... Рыбу рыбачим, ягоду да, собираем. Да. Вот это экстрим у нас. Отдыхаем. Ну, где мы хотим жить, не знаю. Мне кажется, здесь лучше Качуга нету, потому что у нас здесь тоже речка рядом. Мы теперь вроде дом маломалки это обустраиваем, все делаем. А в городе мы с ним не сможем жить. И он не сможет, и я не смогу, потому что мы привыкли к этой жизни. Это съездить, отдохнуть, а жить нет. Он без охоты не сможет, без рыбалки не сможет. Хотя он говорит, что на пенсию пойдет и почту бросит, но мне кажется, навряд ли. Душа у него все равно болит. В начале пути, как только почту получил, туда собираешься, думаешь, ё-моё, опять эти мучения. Тогда думаешь, нет, только до пенсии все хорошо. А оттуда вернешься, думаю, да жить-то можно, в принципе. Как бы, может, еще поезжу. Всяко было, да? Ой. Мехтуб. Я где-то читал, русский парень в этом, с арабами где-то в пустыне, что-то он там 9 или сколько лет жил. Даже что-то, по-моему, он там женился, было дело. Но вот он рассказывает. Вот они, говорят, это, всегда говорят, что бы ни случилось, они говорят, мехтуб. Ну, так Богу угодно. Ковыряется, строит это, ну, что-то пытается посадить же, вырастить. Все это, пустынь, буря-то налетела, песком все смело, все сравняло. Они, говорят, на третий там никакой день станут, отряхнутся. Мехтуб, так Богу угодно. И опять начинают что-то строить.